Возможно ли заморозка войны и прекращение огня в Украине, данные разведки относительно российских планов и задержания белорусов при возвращении из-за границы? В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина атакует военные объекты РФ. БПЛА долетели до Смоленской области, граничащей с Белоруссией. Какие цели в приоритете? Локальное прекращение огня и заморозка войны. Бильд пишет о плане Зеленского, который уже скоро будет представлен в США. В Киеве называют публикацию немецкого издания фейком. Чрезвычайно серьезный президент Зеленский заявил в Киеве, что он надеется, что мир изменит свое отношение к России. Буданов высказался о сроках завершения войны. К какому году, по данным разведки, ситуація стане для РФ непростой? Для них це ключовий такий період. Тому вони будуть робити все можливе для того, щоб в їх розумінні перемогти. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Российские регионы вновь под ударом беспилотников. Впервые за последние несколько месяцев БПЛА долетели до Смоленской области, которая граничит с Белоруссией. Сегодня над Рославльским и Смоленским районами сработали силы ПВО для отражения атаки двух украинских беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет. Тем временем, по сообщениям ведомства Белоусова, беспилотников в Смоленской области было не 2, а 4. И традиционно в официальном сообщении говорится, что все цели сбиты. Отмечу, что в Смоленской области находится военный аэродром россиян Шаталова, который они активно используют. Кстати, не только в Смоленской области было неспокойно. Опять же, по данным Минобороны РФ, дронов над российскими регионами было как минимум 29. Пролеты зафиксированы в воздушном пространстве не только Смоленской, но и еще и Орловской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской, Рязанской областей. Как ранее рассказывала команда «Нехта», всего же за последние 2,5 года полномасштабной войны украинские ударные дроны поразили военные объекты или же НПЗ как минимум в 23 регионах России. Россияне переходят на сторону Украины и активно информируют украинские силы обороны о планах армии РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Так, в Курской области местные жители активно передают информацию ВСУ о местоположении кадыровцев в регионе. Алаудинов, кстати, уже отказался от своих подчиненных, которые добровольно сдались в украинский плен. Кроме того, по данным ЦНС, граждане РФ сдают позиции армии РФ, а еще помогают уничтожать БПЛА. В ЦНС рассказали, что силы обороны Украины имеют информатора, который входит в состав российской группы по обслуживанию и пилотированию редких российских, к тому же дорогостоящих БПЛА под названием «Орион». Благодаря информации информатора украинцам удалось уничтожить такой беспилотник. Всего же, сообщает ЦНС, в РФ была изготовлена лишь до 30 таких БПЛА. Тем временем аналитики Американского института изучения войны сообщают, что ВСУ продолжили свое новое наступление в Курской области и продвинулись к югу от Теткина и к северу от Суджи в Курской области. А военные аналитики Украины сообщают, что ожесточенные бои продолжаются на восточной линии фронта в районе города Покровск. Путин не меняет стратегию, определил, что именно Покровское направление является главным, и поэтому захват Покровска – это приоритет сегодня, независимо от того, что происходит на других участках фронта, включая Курское направление. Поэтому наступательная операция продолжается, подтягивают новые резервы. И я просто хочу отметить то, что часть именно даже спецподразделений, которые ранее находились в резервах, главное командование, так сказать, России, сейчас бросаются туда для того, чтобы пробить дальше хотя бы по отдельным направлениям участкам. Поэтому передвижение, например, на каждом направлении есть или на юге, или на севере, для того, чтобы обойти дальше Покровск. Ну и, соответственно, охватить с флангов и начинать именно операцию по нанесению массированных ударов с штурмами по самому Покровску. То есть старая тактика – это уничтожение самого города, укрепрайонов. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также 5 экс-министров обороны этой страны призывают нынешнее правительство наконец разрешить Украине наносить удары по военным объектам в РФ ракетами Storm Shadow.
О таком массовом обращении бывших министров к Киру Стармеру пишет Sunday Times. В частности, издание уточняет, что Грант Шепс, Бен Уоллес, Гевин Уильямсон, Пенни Мордонт, Лиам Фокс и Борис Джонсон считают, что любое промедление в решении этого вопроса только воодушевляет Путина и подбадривает его. К тому же бывшие министры считают, что Лондону не надо ждать формального одобрения со стороны США, а действовать здесь и сейчас. В то же время в НАТО заявили, что с военной точки зрения Украина имеет полное право бить по территории РФ. В соответствии с законом вооруженного конфликта, любая нация, подвергшаяся нападению, имеет право на самооборону, и это право не ограничивается границами вашего собственного государства. Согласно этому закону вооруженного конфликта, вы имеете право атаковать страну, которая нападает на вас, и это является обычной практикой. С военной точки зрения вы делаете это для того, чтобы ослабить врага, который на вас напал, и не только отражать удары, которые направлены против вас, но и атаковать того, кто их наносит. То есть, как мы видим, очень часто это происходит из России по территории Украины, так что с военной точки зрения есть веская причина для этого – ослабить врага, ослабить его логистические линии, топливо, боеприпасы, которые поступают на фронт. Также Бауэр считает, что страны, которые поставляют Украине оружие, могут устанавливать ограничения, потому что ответственны за это вооружение. У Украины есть очень неплохие, довольно-таки серьезные беспилотные системы разведывательного образца, которые могут залетать вглубь на территорию России на 1200-1500 километров и вести оттуда прямое, так сказать, простыми словами, репортаж, помогая наводиться и отрабатывать по необходимым по необходимым стратегическим объектам. Поэтому, в принципе, в любом случае, тут я бы сказал, что британские ракеты ближе нам к возможности их использования. Надо не забывать и не списывать, что у нас есть еще ракеты JASSM, которые мы можем ставить под крыло F-16, и F-16 у нас уже есть. То есть мы можем говорить об использовании данного типа самолета с данным типом ракет. И в данном случае JASSM могут работать на глубину до 950 километров плюс. То есть это тоже та непосредственно тактическая глубина, которая сейчас необходима для Украины, для того, чтобы разорвать возможности логистики Российской Федерации. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Война России против Украины не завершится, если Киев не будет иметь продуманной стратегии и помощи со стороны союзников. В частности, ВСУ должны иметь средства не только для самообороны, но и для достижения победы над Россией, которая должна потерпеть в свою очередь поражение. В этом уверен британский генерал в отставке, заместитель главкома войск НАТО в Европе в 2011-2014 годах Ричард Ширев. Он говорит, что за последние 2,5 года Россия сделала работу над ошибками, и сейчас ее армия совершенствуется, а поэтому РФ остается грозным врагом. Генерал считает, что в НАТО должны принять новую стратегию, которая будет говорить о поддержке Украины с целью ее победы над Россией. Россия уважает силу и презирает слабость. Там, где она видит слабость, она наступает. Там, где она видит силу, она отступает. И если мы будем сильны, мы заставим ее отступить. Украина сможет победить в войне, если Запад поддержит украинскую стратегию, которую уже скоро представит Зеленский. Речь идет о плане победы, который украинский президент собирается озвучить ключевым партнерам в США. Об этом пишет Bild. Кроме того, издание, ссылаясь на свои источники, уверяет, что Киеву необходимо опять же разрешение на использование дальнобойных ракет по территории РФ, и при этом Украина якобы готова согласиться на локальное прекращение огня, то есть на отдельных участках фронта, с дальнейшей заморозкой ситуации. Чрезвычайно серьезный президент Зеленский заявил в Киеве, что он надеется, что мир изменит свое отношение к России и, наконец, поддержит Украину в ее стремлении победить агрессора. В противном случае мир проиграет Владимиру Путину, и это станет одной из величайших трагедий в истории. Тем временем на эту публикацию уже отреагировали у Зеленского. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал публикацию Bild фейком. Говорит, что Украина против какой-либо заморозки конфликта, и Украине важно, чтобы США поддержали план победы, а не план капитуляции или же заморозки. Это была цитата. К тому же, по словам Литвина, план победы на сегодня видели только несколько человек, и никто из них не общался с журналистами этого издания.
А что вы думаете о публикации Bild и разговорах о заморозке войны? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Тем временем глава украинской разведки Буданов говорит, что РФ хочет закончить войну, но не сейчас, и готова воевать еще как минимум год. Рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, бо вони за їх самими підрахунками Російської Федерації, якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, це горизонт від 30 років. Вони випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, чого вони прагнуть. І тоді за їх, це їх, як то кажуть, документи, такі вислови дають. Залишається всього дві країни. Це Сполучені Штати і Китай. Китай вони називають звеличення Китаю процес, а щодо Сполучених Штатів говорять домінування Сполучених Штатів. І там нема місця Російській Федерації. Вони це чітко усвідомлюють. Для них це ключовий такий період. Тому вони будуть робити все можливе для того, щоб в їх розумінні перемогти. Бо інакше вони вилітають з абсолютно усіх світових процесів. Все, на що вони можуть розраховувати, це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує. Режим Лукашенко арестовывает белорусов, которые возвращаются в страну из-за границы. По данным правозащитного центра «Весна», лишь за 2024 год силовики Лукашенко задержали 55 человек. Против 17 из них возбудили уголовные дела. Однако количество задержанных может быть значительно выше из-за отсутствия полных данных у правозащитников, пишет «Весна». Напомню, ранее режим Лукашенко создал специальную комиссию по возвращению белорусов из-за границы. Тем, кто принимал участие в протестах в 2020 году, предлагают раскаяться, попросить прощения и возместить ущерб. Это лишь часть унизительного списка действий, которые должны выполнить белорусы, не поддерживающие Лукашенко и желающие жить в республике. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Кроме того, не забывайте пользоваться VPN, если вы находитесь на территории Беларуси или России. Ссылка есть в описании с полными инструкциями. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.